Друзья, вы только посмотрите на это. Вы когда-нибудь видели логово змей? Так вот, забудьте. Перед вами настоящая катастрофа в одной капле. Это нематоды. И сегодня их здесь столько, что микроскопу становится тесно. Видите эти клубки? Они путаются друг в друге, лезут по головам. Это не просто черви, это целая армия, которую я специально разводил для наших с вами экспериментов. Всем привет, с вами Виктор, и вы на канале Под микроскопом. Сегодня мы устроим этим ребятам проверку на выносливость. В комментариях вы постоянно пишете: «Виктор, проверь перец, проверь чеснок», и я все это делаю. Но сегодня у нас тяжелая артиллерия из домашнего бара. Мы проверим, как на этих живучих тварей подействуют водка и коньяк. Справиться с нематодами спирт 40% или они устроят тут вечеринку года. Многие верят, что если залить грядку спиртным, то зараза исчезнет. Сегодня мы узнаем правду. Присаживайтесь поудобней, зрелище будет, скажем так, специфическое. И не забудьте проверить, подписаны ли вы, потому что такие кадры вы мало где увидите. Прежде чем мы их угостим, давайте присмотримся к ним поближе. Посмотрите на размеры. Есть совсем крошечные, буквально вчерашние, а есть настоящие гиганты. Это самки, набитые яйцами. Видите эти темные вкрапления внутри их тел? Это будущие поколения, которые только и ждут момента, чтобы вылупиться и начать все жрать. Плотность просто зашкаливает. Почему они так двигаются? Они ищут еду, ищут влагу. Они постоянно в движении. Для обычного человека это просто грязь или пыль. А под микроскопом это целая цивилизация, живучая и очень опасная для растений. Ну что, хватит ими любоваться, пора приступать к делу. Первая на очереди наша водочка. 40-градусная водка. Ставим ставки в комментариях, выживут или нет. Ну, поехали. Капаем. Внимание на экран. Смотрите, смотрите. Буквально пару секунд, и поведение толпы резко меняется. Те, кто попал в эпицентр, мгновенно сбились с ритма. Их начинает корчить, движения становятся рваными. Похоже на то, как будто у них шок. Но самый интересный эффект, который я заметил, посмотрите на их цвет. Вы видите это? Они прямо на глазах теряют окраску. Были темные, плотные, а сейчас становятся прозрачными, как стеклянные макароны. Это происходит за какую-то минуту. Такое ощущение, что водка просто вымывает из них все живое. Основная масса замерла. Кажется, все. Победа, можно расходиться. А вот и нет. Давайте не будем торопиться. Я оставлю их в этом состоянии на 5 минут. Прошло 5 минут, и что мы видим? Смотрите на того парня в углу. Он начинает шевелиться. Сначала чуть-чуть, кончиком хвоста, а потом все активнее. И вот уже один, второй, третий, они начинают очухиваться. Ребята, это невероятно. Они пробовали водки 40-градусной несколько минут, превратились в прозрачных призраков, а теперь просто берут и возвращаются к жизни. Проходит 8 минут, и они уже вовсю плавают. Знаете, на что это похоже? Как будто они просто крепко заснули, а теперь у них наступило похмельное утро. Им реально не хватает только соленых огурцов для полного счастья. И посмотрите на цвет. Они снова начинают темнеть. Да, они не такие черные, как были раньше, но они явно живы и полны сил. Вы только вдумайтесь, водка их не убила, она их просто выключила на время. Я не верю своим глазам. Прошло 10 минут, они живы. Ладно, добавим им еще одну рюмку. Вторая порция водки пошла. Картина повторяется. Они снова замедляются, снова белеют, опять замирают. Но посмотрите на этих героев в центре. Они вообще не прекращают двигаться. Водка 40 градусов, а эта нематода гребет так, будто она в родниковой воде. Проходит еще 10 минут после второй дозы. Часть замерла, но через 3 минуты опять снова протрезвели, снова поплыли. Эта конкретная нематода, которой я сейчас навел фокус, плавает в спирту уже больше 20 минут.
Она настоящий ветеран алкогольного фронта. Какой из этого вывод? Если вы решите вылить водку на грядки, вы просто потратите деньги и продукт. Нематоды над вами посмеются, протрезвеют и продолжат сжать ваши корни с еще большим аппетитом. Ну что, может они у нас гурманы, может им коньяк по вкусу придется. Давайте проверим элитный напиток. Принцип тот же, 40 градусов, но другой состав. Капаем коньяк. И, честно говоря, друзья, я разочарован. Все идет ровно по такому же сценарию. Замедлились, побелели, замерли, протрезвели, поплыли. Никакой разницы. Что водка, что коньяк для них это просто временное неудобство. Особо стойкие вообще не заметили, что среда изменилась. Они плавают в коньяке так, будто так и надо. Знаете, я даже начал их уважать в какой-то степени. Насколько же природа создала их защищенными? Мы тут думаем, чем их травить, а они в 40-градусном спирте марафон устраивают. Давайте разберемся, почему так происходит. Почему их не берет алкоголь? Водка для них действует как осмотик. Она работает как соль, потихоньку вытягивает воду из их тел. И именно поэтому они становятся прозрачными. Из них просто выходит влага. Их парализует от обезвоживания. Но как только водка начинает испаряться, а спирт испаряется быстро, они восстанавливают баланс и оживают. А теперь самое страшное – яйца. Видите эти овальные штуки? Так вот, им на водку вообще плевать. У яиц нематод такая броня, что ее никакой водкой, никаким коньяком не прошибешь. Внутри яйца все это время продолжалась жизнь. Зародыши двигались, даже когда все вокруг было залито водкой и коньяком. Когда жидкость высохнет, из этих яиц вылупится свежая голодная армия. Даже если сама нематода высохнет и впадет в спячку, водка ее не убьет. Она может плавать в ней неделями. Как только появится вода, они проснутся, как ни в чем не бывало. Это просто биороботы какие-то. Но у меня есть козырь в рукаве. Если 40 градусов их не берет, давайте проверим то, что сжигает все на своем пути. Спирт 93%. Это уже не вечеринка, это настоящая зачистка. Смотрите. Капаю. Вот теперь вы видите разницу? Это уже не обморок. Они сгорают за секунды. Взрослые черви просто выпрямляются и каменеют. Спирт такой концентрации мгновенно разрушает их оболочку и буквально варит белок внутри. Это поражение наступает сразу, никто не очухивается через 10 минут. Это конец. И самое главное – яйца. Чистый спирт растворяет жировую защиту на их оболочке. Он проникает внутрь и высушивает зародыш так, что шансов вылупиться просто ноль. Вот это реальное оружие. Но согласитесь, поливать огород 93% спиртом – это уже из области фантастики. Ну что, друзья, какой итог? Водка и коньяк против нематод – это миф. Они оказались куда крепче, чем мы думали. Не тратьте продукт зря. Лучше используйте его по назначению или доверьтесь профессиональным средствам. Если вам понравился этот эксперимент и вы хотите увидеть больше таких разборов, обязательно поставьте лайк. Это очень помогает каналу развиваться. Пишите в комментариях, что мне еще положить под микроскоп. Может быть, какой-то экзотический яд или народную настойку на мухоморах. Я все прочитаю. С вами был Виктор и канал под микроскопом. Не болейте, берегите себя и свои растения. И помните, мир куда сложнее и интереснее, если на него посмотреть под правильным увеличением. До скорых встреч в новых видео. Всем пока!